Усыновление ребенка – один из самых добрых и бескорыстных поступков, который может совершить семья, желающая подарить малышу тепло и заботу. Джозеф и Шона Уэйт долгие годы мечтали о детях, но судьба распорядилась иначе. Их путь к семейному счастью был непростым, но в итоге привел к удивительному повороту событий. Джозеф и Шона выросли в больших дружных семьях, где всегда было шумно и весело. Они мечтали создать такую же атмосферу у себя дома, тем более что условия позволяли: хорошая работа, стабильный доход и просторный дом, идеально подходящий для большой семьи. Однако спустя 2 года безуспешных попыток завести ребенка они начали беспокоиться. Медицинские обследования не выявили никаких проблем со здоровьем. Врачи рекомендовали расслабиться и позволить событиям идти своим чередом. Но время шло, а желанная беременность так и не наступала. Тогда пара приняла судьбоносное решение усыновить ребенка. Некоторые сомневаются, может ли усыновленный ребенок стать полноценной частью семьи. Однако для Джозефа и Шона этот вопрос не стоял. Они были уверены, что каждый ребенок заслуживает любви и заботы. После долгого процесса оформления документов их семья пополнилась очаровательным темнокожим мальчиком по имени Майло, которому вскоре должно было исполниться 2 года. Биологическая мать ребенка не могла воспитывать его самостоятельно и хотела, чтобы он рос в любящей семье. Как только Джозеф и Шона увидели Майло, они поняли, что это их сын. Цвет кожи не имел значения, перед ними был ребенок, нуждающийся в родительской любви. Они с радостью приняли его в свою семью, но буквально через несколько дней произошел неожиданный поворот. Шона обнаружила, что беременна. Это известие стало настоящим шоком. Долгие годы попыток не давали результата, и вдруг, когда они уже смирились, произошло чудо. Несмотря на новые обстоятельства, решение усыновить Майло осталось неизменным. Теперь они готовились сразу к 2 пополнениям в семье. Через несколько месяцев на свет появился Нэш, биологический сын Джозефа и Шоны. Теперь в их доме росли 2 мальчика, которые стали друг другу настоящими братьями. Майло с первых дней заботился о младшем, проводя с ним время, разговаривая и играя. Родители с умилением наблюдали за тем, как их дети формируют особую связь. Прошло 5 лет, жизнь семьи Уэйт казалась гармоничной и стабильной. Но однажды раздался звонок, который изменил все. Биологическая мать Майло снова вышла на связь. Она сообщила, что беременна и ожидает девочку. Ее просьба была неожиданной. Сможет ли Джозеф и Шона принять в свою семью еще одного ребенка? Такое предложение требовало серьезного обдумывания. Девочка должна была появиться на свет уже через месяц, и времени на раздумье оставалось совсем мало. После долгих обсуждений было принято решение: девочка станет частью их семьи. У Майло появится родная сестра, а у Нэша еще одна близкая душа. Когда девочку забрали домой, ее назвали Шифт Райден. В этот момент Джозеф и Шона поняли, что их семья наконец обрела свою завершенную форму. Их судьба сложилась необычным образом, но каждый поворот лишь укреплял связь между ними. Они были благодарны биологической матери Майло за смелость и великодушие, ведь она позволила этим детям расти в любви и заботе. Эта история — яркое доказательство того, что семья — это не только кровное родство, но и бесконечная любовь, поддержка и желание дарить счастье. Джозеф и Шона шли к родительству долгим путем, но судьба вознаградила их сразу 3 замечательными детьми. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.